Долгое время меня просили обратить внимание на Bellingcat, группа Bellingcat. Ее цитируют охотно в европейских СМИ, не только в украинских. А я всегда говорил, ну разоблачают и пускай себе разоблачают, исследуют и пускай себе исследуют. Более того, с некоторых пор я не занимаюсь вообще темой Донбасса и как бы исследуйте дальше. Но это было до сегодняшнего дня, потому что сегодня я с уверенностью могу сказать, Bellingcat лгуны. Они лгуны, они лгут. Я не знаю, как часто они это делают, но сегодня они солгали на весь мир. Сегодняшнее интервью на Радио Свобода, интервью с выдающимся специалистом, вот Арик Топер. Арик Топер, я его даже парочку раз видел, по ТВ его показывали. И он рассказывает, вот, как они разоблачают, тут, понятное дело, буки и все такое прочее. И вдруг вспоминает меня. Иногда бывает, что люди прикладывают действительно много усилий, чтобы состряпать фальшивку. Но такое случается очень редко. Потому что люди, стряпающие фальшивки, обычно просто идиоты. И им лень тратить много времени на подготовку этих фальшивок. Кажется, журналист Анатолий Шарий создавал фальшивые аккаунты российских солдат. И кажется, украинский сайт Информнапалм на это купился. В эти аккаунты было действительно вложено много сил и времени. Вы знаете, когда моя коллега прочла это, а мы вдвоем тогда разоблачили тот фейк и прекрасно его помним, она сказала грубее. И мне тоже сначала хотелось сказать, что кажется, я видел этого Арика Топера за стеклом в районе красных фонарей. Кажется, я видел всю эту группу Bellingcat за тем же самым стеклом. И они, представьте, на публике жарили друг друга. Но я так не скажу, я просто докажу, что группа Bellingcat лгуны. Вот что тогда произошло на Информнапалм. Против Информнапалм попытались совершить прямо дискредитацию. На Миротворце был размещен профиль некого парня, Симончика, Дмитрия Симончика. И подкреплен этот профиль был скринами якобы с его страницы ВКонтакте, где он хвастается убийством украинских солдат. И все это 2014 год. И он говорил, вот, убиваем там, в общем, мочим и все такое прочее. Они опубликовали 22 июня. Подготовил и некто Ираклий Камахидзе. И уже на следующий день им пришлось писать дополнение к своему разоблачительному материалу. То есть вы поняли, с Миротворца им пересылают информацию, они выдают эту информацию, а потом эту информацию подхватили, многие украинские СМИ. Не все, скажем так, но многие. И не последнего уровня. И на следующий день Шарий выдает свое разоблачение этого вброса. Что же происходит дальше? 23 июня, что-то очень уж оперативно. Шарий выдал видео с очередным разоблачением украинского фейка. Речь идет о публикации 22 июня. Первичную информацию для которой мы получили от коллег с Миротворца. Который в свою очередь нанес там военщине серьезный урон. Мне все равно, что он там нанес. Они получили информацию с Миротворца. На Миротворце ее кто-то подготовил и дал этим выдающимся расследователям. И они ее опубликовали. Скрины со страниц некого военного. Но скрины отредактированные. Очень похоже на намеренный и хорошо спланированный вброс с оперативным реагированием от Шария. Ясная цепочка, тра-та-та. Что же, товарищи из Кремля, наверное, к своим родителям обращается, вы думали этой подставой испортить нам настроение, уничтожить авторитет? Не тут-то было. Может, ответите и на другие публикации. Почему удалены профили ваших героев, прошедших через украинские командировки? Я не знаю, что это за герои. Мне плевать, почему они удалены, и мне не интересно, где Шарий и его кремлевские хозяева. Это ничего нового. Когда тупице нечем аргументировать, он начинает выдумывать абсолютную ахинею о кремлевских хозяевах. У каждой собаки должен быть хозяин, и когда собака смотрит на свободного человека, ей представляется, что где-то ходит хозяин однозначно. Это к делу не относится. Итак, относится к делу первое. Разоблачено мое разоблачение, потому что я его сделал слишком быстро. И извините. Второе. Они поставили вот этот вброс про этого парня, не проверив, не зайдя в контакт элементарно и не посмотрев, а есть ли такой парень в контакте или нет. Они нарезали скрины, изменили даты, кто они, или Информнапалм, или Миротворец. Я полагаю, Миротворец переслал им фейк, а они уже фейк запустили. И они запустили, ничего не проверяя. Стоило просто зайти в контакт. И все. Мы в своем видео доказали, что такой страницы не было. Была страница реального военного.
И на скринах они просто изменили даты, и потом сделали подписи «Я убил украинца» и все такое прочее. Вот оно, видео 2015 года. 15 года, не 14-го. Никто не мог создать задним числом профиль бойца. ВКонтакте не создается задним числом профиль. Хорошо бы расследователю с Bellingcat это уяснить себе. Здравствуйте, не отвлекая от убийств, там еще от чего-то? Да нет, не отвлекайте. Ну расскажите, были на Украине, убивали кого-то? Очень трудно, имя и фамилию найти человека, и более того, еще и фотографию. Найти человека, зарегистрированного ВКонтакте. Да, это очень сложно. Нет, конечно, на Украине в последний раз был, наверное, в возрасте лет 15. Лет 10 назад. А откуда эти фотки все взялись? Что это за фотки? Для того, чтобы проверить, есть ли такая страница ВКонтакте или нет, достаточно 2 минут. 2 минут. Для того, чтобы понять, что там изменены даты и сделаны новые подписи, достаточно 5 минут, не больше. 5 минут, если ты не умственно отстал. Заходим в альбомы Дмитрия. Все делаем в режиме онлайн. Отматываем мы 10-й год. Вот видите фоточка. 10 августа 2010 года. А вот обратите внимание на 2 этих комментаторов. Видите, 8 февраля, 13 августа. Прокомментировали. Самое интересное, что в украинской версии, вот вброс на цензоре, они оставили даже этих комментаторов. Здесь 8 июля так и осталось, а здесь 13 августа заменили на 13 июля. Видите? Не знаю с какой целью, но для чего-то заменили. Также изменили год и изменили, понятно, сами комментарии. Для того, чтобы связаться с человеком и чтобы он дал ответ, ну хорошо, час-два. Эту фотографию мы тоже видели, видите, добавлена она 11 марта 2011 года. Вот она на цензоре, ну и на всех остальных сайтах. Изменили ее. Теперь она добавлена 16 июля 2014 года, и к ней добавлен комментарий. Самого якобы Дмитрия Симончика. Она перевернута. Фотография сама перевернута. Вероятно, чтобы тяжелее было найти в соцсетях. Шари слишком быстро разоблачил. Может, он сам это сделал? Задним числом создал страницу ВКонтакте? А сделаешь такое же? Ну что, там же 2 фотографии, получается, 2011 года были редактированы. И одна, получается, за прошлый год, датирована, как я посмотрел, 16 июля, а на самом деле это 26 июля. Они взяли фотографии 11-х годов, дописали, отредактировали в фотошопе и забросили это в украинские СМИ. Схавают, схавали. Вот на цензоре целая тема «Доказательства российской агрессии в Украине. Откровение российского военного преступника». Опять-таки сайт Миротворец, ссылка на Ираклия Камахидзе. Понеслась, те же фотки. Под Донецком. А нашелся Шари, который это просто перепроверил. То, что мог сделать любой. А теперь специалист Bellingcat говорит, кажется, Шари создавал фейковые аккаунты. Создай фейковый аккаунт задним числом. А теперь следующее. Я проживаю в Евросоюзе. Этот молодой человек, который любит лгать о других людях, он гражданин Евросоюза, насколько я понимаю. И я, и он знаем, для чего он сказал это кажется. Кажется, для того, чтобы в суде потом сказать, показалось, просто помутнение. И если ты такой расследователь, тебя же цитируют, ты такой авторитетный уже человек, ты же можешь повторить то же самое без слова «кажется». Шари создал фейковый аккаунт вот этого вот бойца, тем самым разжигал ненависть. Ну правильно, да? Рассказывал о том, короче, обвини меня во лжи. Давай. Пока что можно сделать однозначный вывод. Расследованием Bellingcat можно верить. Я туда перешел, посмотрел, ну и потом уже, конечно, все эти сообщения начали расти по нарастающей по мере того, как все вот эти вот СМИ начали подхватывать и распространять. Написал это Ираклий Камахидзе или как? Да. Да, вот. Я ему написал, что из него следует эту информацию надо проверять, фотографии, потому что у меня в открытом доступе были датированы 2011 годом, и это можно было просто зайти на страницу и посмотреть, что, ну, грубо говоря, те фотографии подделаны, фейк. А он что? Он ничего не ответил. Но прочитал? Прочитал. А еще вопрос такой. Вот множество украинских СМИ понесло эту информацию. А кто-то из журналистов пытался связаться? Ну, если честно, я, наверное, посмотрел половину из всех сообщений.
журналистом так точно не было. Ну и так мельком просматривал еще. По крайней мере, точно ничего такого не увидел, чтобы хоть кто-то мне там пытался что-то там, чтобы я разъяснил ситуацию. Что думаете по поводу украинских СМИ после всего этого? Я и так о них был не лучшего мнения, наверное, уже как год, потому что, допустим, я раньше читал «Униан», ну, достаточно нормального читал изданием, а потом они начали говориться на поводу этого Евромайдана идти, и начали тоже вбросы эти писать. Ну, можно отдать им должное, некоторые вбросы они удаляли, когда подтверждалось, что это фейк. А так, в принципе, иногда почитываю цензуру, эту помоечку, потому что комментарии там очень меня доставляют. Это вот просто как наша родимая Хартия 97 в Беларуси. Но Хартия 97, насколько я понял, тоже подцепила этот вброс. Они, я смотрю, мимо вбросов не проходят. Ну да, у них даже своего штата такого нету, сотрудников. Они просто все перепечатывают, ничего не проверяют. Я понял. Контента у них как такого нет. Я понял. Ну, смотрите, вы будете реабилитированы сегодня. Спасибо за информацию. Держитесь. Я думаю, что вы не один такой. Я думаю, что когда-нибудь и это пройдет. Да, я вот еще хотел бы сказать по поводу реакции многих людей, которые мне писали. Из всех людей, ну, я не буду говорить те, которые увидели мои фотографии настоящие и не написали, из всех людей, которым я ответил, я их просил просто: посмотрите мои фотографии, они 2011 года. 2 человека, наверное, из 30, которым я писал, только ответили, что да, фотографии 2011 это фейк, и извинились. Все остальные блокировали, писали, что 2011 год это фейк. А как это фейк? Как это можно... У меня школа Киселева, я могу свои фейки распространять там, в Раисе. Понятно. Короче, они даже не верят тому, что можно увидеть своими глазами.